Здравствуйте, уважаемые зрители! Продолжаем создание на основе платы DigiSpark TTIN85 электронного ключа с возможностью генерации паролей, их сохранения и использования для входа в различные системы, программы или сервисы. В первой части, ссылка на которую есть в описании и сейчас появится сверху в подсказках, я рассказывал о подключении кнопки и библиотеки для удобной обработки разных типов ее нажатия. А также мы разбирали скетч, в котором при нажатии на кнопку генерировался случайный пароль и отправлялся в форму ввода ПК. В этой части мы будем сохранять сгенерированные пароли в энергонезависимой памяти EEPROM и при определенном нажатии передавать их на ПК. А также будем использовать заранее заданные пароли. Для работы с памятью EEPROM я буду использовать библиотеку EEPROM-H. Она входит в стандартные пакеты библиотек Arduino IDE. И если работаете с платой семейства Arduino, ее легко можно подключить к скетчу. Выбрав скетч, подключить библиотеку EEPROM. А вот если работаете с платой DigiSpark, то библиотеку нужно добавить вручную. Нужно зайти в каталог, куда установлено Arduino IDE. Далее Hardware, Arduino, AWR, библиотеки, EEPROM и SRC. Копируем файл EEPROM-H и переносим его в каталог проекта. В самом проекте добавляем на него ссылку. После этого добавляем две функции в наш скетч. Одну EEPROM-PUT, функцию создания пароля, которая сохранит сгенерированный пароль в нулевой ячейке памяти EEPROM. А вторую EEPROM-GET, функцию Setup, которая считает сгенерированный пароль из памяти EEPROM, и даже когда мы отключим плату DigiSpark от компьютера, что приведет к очистке оперативной памяти, при следующем подключении сгенерированный пароль сохранится. Загружаем скетч в плату DigiSpark. Генерируем новый пароль. Однократным нажатием повторяем его. Теперь отключаем DigiSpark от компьютера. Подключаем снова. Нажимаем однократно на кнопку и видим, что выводится сгенерированный в прошлый раз пароль. То есть мы его один раз сгенерировали и теперь можем использовать многократно для входа в какую-то программу или сервис. Чтобы перезаписать сохраненный в EEPROM памяти пароль, используем длительное нажатие на кнопку. Сгенерировался новый пароль, и он сохранился в энергонезависимой памяти. Теперь расширим функционал работы нашего устройства, чтобы можно было использовать не только сгенерированные пароли, а еще один или несколько самостоятельно нами созданных. Предположим, у нас есть три вот таких вот гениальных пароля, которые мы используем в разных сервисах. Создаем символьный массив, каждым элементом которого будет один из наших паролей. И укажем, сколько у нас паролей, то есть 3. Далее будем действовать согласно следующему алгоритму. При подключении платы DigiSpark к компьютеру активируется режим 0, в котором при однократном нажатии на кнопку выводится сохраненный в памяти пароль, а при долгом нажатии генерируется новый пароль и выводится в текстовое поле ПК. Переход к следующему режиму осуществляется при двойном нажатии. В режиме номер 1 у нас будет при однократном нажатии выводиться наш первый пароль. При переходе с помощью двойного нажатия ко второму режиму будет выводиться второй пароль и так далее в зависимости от количества наших паролей. Двойное нажатие в режиме, соответствующем последнему паролю, возвращает нас в нулевой режим генерации нового пароля. Для визуализации перехода к новому режиму на плате будем мигать штатным светодиодом то количество раз, к какому режиму мы перешли. А чтобы отличить нулевой режим от всех остальных, во всех режимах, кроме нулевого, штатный светодиод будет светиться постоянно. Воплотим все это в скетче. Добавим переменные, которые будут хранить номер текущего режима и общее число режимов. Добавим функцию MyDoubleClick, которая будет обрабатывать двойное нажатие на кнопку
переключать режим и отражать переключение миганием светодиода. А также добавим условия различной обработки события при нажатии на кнопку в различных режимах. При нулевом режиме у нас по-прежнему будет вывод сгенерированного пароля, а во всех остальных режимах вывод заранее заданного пароля, соответствующий текущему режиму. Загружаем скетч в DigiSpark, нажимаем кнопку однократно, выводится сгенерированный ранее и сохраненный в EEPROM пароль. Долгое нажатие выводит новый пароль и сохраняет его в энергонезависимую память. Двойное нажатие, переходим к режиму номер 1. И далее, последовательно чередуя одинарное и двойное нажатие, выводим все три наших сохраненных пароля. И снова при двойном нажатии переходим к нулевому режиму. Перейдем к сборке готового устройства на основе платы DigiSpark с классическим USB. Кнопку двумя дальними друг от друга ножками воткнем в пины P0 и P2. Возьмем небольшой обрезок монтажной платы по ширине равной плате DigiSpark и две другие ножки припаяем к этому обрезку. Теперь P0 свяжем резистором на 10 кОм с землей, а соседнюю с ней ножку с питанием 5 вольт. Все, плата готова. Вставляем DigiSpark в USB порт компьютера и после загрузки проверяем работу. Генерация пароля. Пароль номер 1. Пароль номер 2. Пароль номер 3. И снова переходим к генерации случайного пароля. Таким образом, мы можем записать в память несколько паролей от разных сервисов и вызывать нужный нам пароль при помощи всего одной кнопки. Еще, конечно, для этого устройства хорошо бы изготовить корпус, чтобы не придерживать его снизу, нажимая на кнопку. В общем, чтобы снизу была точка опоры. В описании к видео я размещу ссылку на скетч. Спасибо вам за внимание. До новых встреч!